1993 году Россия и США подписали соглашение о реализации совместной космической программы «Мир-Шаттл». Этот шаг стал важнейшим геополитическим и техническим прецедентом, заложившим основу для совместного международного сотрудничества на орбите. До этого момента у двух главных космических держав был лишь один краткосрочный опыт совместной работы – экспериментальный полет «Союз-Аполлон» в июле 1975 года, после чего пилотируемые программы развивались изолированно друг от друга. Официальный контракт между американским агентством НАСА и российским космическим агентством преследовали разные, но взаимовыгодные цели. Для российской стороны, находившейся в условиях глубокого экономического кризиса 90-х годов, многомиллионное финансирование в рамках поэтапных соглашений стало критически важным ресурсом для поддержания работоспособности станции «Мир». Для НАСА этот проект стал возможностью получить уникальный опыт длительного пребывания человека в космосе. На тот момент США совершали полеты исключительно на многоразовых кораблях «Шаттл», чья автономность ограничивалась короткими миссиями до 2 недель. Американским специалистам требовалось изучить специфику долговременного управления орбитальным комплексом перед началом строительства МКС. Первая историческая стыковка американского челнока «Атлантис» со станцией «Мир» состоялась 29 июня 1995 года. Всего в рамках программы было выполнено 9 успешных стыковок американских многоразовых кораблей с российским комплексом. За годы реализации проекта на борту «Мира» было проведено 6 длительных экспедиций с участием американских астронавтов. Кроме того, благодаря международным соглашениям станцию посетили исследователи из других стран, включая Францию, Германию и Японию. В итоге программа «Мир-Шаттл» полностью изменила характер освоения космоса, превратив вчерашних непримиримых соперников по космической гонке в стратегических партнеров. На практике была проведена совместная система стыковки, которую впоследствии задействовали при интеграции в модули МКС. Инженеры двух стран синхронизировали протоколы связи, медицинские стандарты и методики работы систем жизнеобеспечения. По официальной классификации НАСА, совместная работа со станцией «Мир» стала первой фазой создания МКС. Этот проект послужил незаменимым практическим фундаментом, который определил архитектуру, технические стандарты и саму возможность существования Международной космической станции. И возникает вопрос, какая была бы судьба станции «Мир» без финансирования США? И что стало бы с космической программой Америки без участия России?